Ты рассказывал, что даже когда едешь в лифте, стараешься ощутить человека, который стоит за спиной, практика контакта. Как работает этот механизм ощущения? Как вообще можно ощутить человека, которого ты не видишь, не слышишь, не прикасаешься к нему? Остается ощущать только слабое тепловое излучение его тела. Ну, во-первых, у меня сильно поменялось это, Андрей, я тебе могу сказать. То есть за последние где-то полгода, с июня 2020, я настолько я настолько глубже, сильнее и мощнее вот все эти практики контакта, ощущений и прочего переосмыслил, как бы и перепрожил. То есть, ну, вообще совершенно сейчас другой уровень, если честно. Вот, с того момента, как я рассказывал про вот это в лифте. То есть, даже не знаю, как тебе разницу описать. Раньше это как будто было извне, да, а сейчас это как будто изнутри, ну, конечно, это тебе вряд ли о чем-то скажет. Ладно, короче, смотри, так, вот если совсем по-простому, как можно ощутить человека, как бы, в принципе, через любой сигнал, да, через любой сигнал. Вот, например, у меня тут недавно в чате написали, в группе в Телеграме. У нас есть чат, кто не знает, да, вы можете добавиться в группу в Телеграме по этому каналу. Вот. Ну и там как бы такие бывают у нас интересные дискуссии. И там мы с человеком обсуждаем, кто что знает, кто что не знает. Ну и там я выражаю свое мнение на тему того, что там человек пишет, я знаю свою игру. Я говорю, нет, ты не знаешь свою игру. Ну и мне начинает писать, что типа вот ты там это самое. Откуда ты знаешь, типа знаю я или нет, да? Вот как можно человеку по одной фразе узнать? Ну, на самом деле элементарно, да? То есть любая фраза это что такое? Это набор слов. Ну, то есть предложение это законченная мысль. Любая фраза это набор предложений, каждое предложение это законченная мысль. Законченная мысль состоит из слов, слова состоят из букв, буквы это как бы символы, смысл отдельный, да? Ну, соответственно, у всего этого есть вибрация, да? И, ну так, если совсем по-простому, то каждая вот эта буква, каждое это слово, оно отражает ваше внутреннее состояние. Причем вот даже просто, не знаю, ответ на любой вопрос. Там, как ты себя чувствуешь? Кто-то скажет, а что вы имеете в виду? Кто-то скажет, отлично. Кто-то начнет рассказывать свою жизненную историю, и это займет 40 минут. Ну даже по одной фразе ответа, ну ведь уже сразу понятно, кто в каком состоянии, какой человек. Да? То есть впускает он в себя вас, не впускает, он от вас защищается, или он наоборот вас обыгрывает и прикалывается, или он как бы ищет кому душу излить, то есть внутри травмирован настолько, что, ну короче, это все как бы элементарно, да, то есть реально одна фраза, и если вы умеете это делать, то все как на ладони уже. Вот это как бы очень просто. Это так же, как любой ученый там по одной косточке воссоздает тело всего животного. Да? Это так же, как архитектор, вы покажете ему одно окно, он скажет там кучу всего про этот дом. Там. Ну это же вообще в любой профессии так. Просто беглый взгляд, и как бы взгляд знает, что выхватывать. Он обращает внимание на такие вещи, на которые не обращает обыватель. То есть на уровне смыслов, грубо говоря, когда просто вам отвечает человек, типа, ну, у меня все в порядке. Вот человек, который никогда этим не занимался, он не знает, как это трактовать. Ну он сказал, что все в порядке, я бы тоже сказал, да. Но когда ты 10 тысяч раз слышал 10 тысяч разных ответов, и они у тебя все выстроены вот так, это такая лестница в 10 тысяч ступенек, ты сразу говоришь, о, это ступенька 995. Но ты не можешь это понимать, если у тебя нету этой лестницы. А лестница у тебя может быть только если ты занимаешься этим все время. И поэтому то, что для других выглядит как волшебство, для тебя просто технология. Вот как, не знаю, там кнопку на телеке взял, включил, там выключил и все. В этом нету там ни мистики, ничего такого вообще. Ну, то есть в силу того, что у тебя внутри есть палитра, да, весь вот как, я не знаю, пианино, там, клавиатура есть, да, клавиш много. Нажимаешь ноту одну, музыкант скажет, это там, не знаю, нота ля, 3-я октава. А вот позовешь сантехника дядю Васю, скажешь, нажимаешь эту ноту, скажешь, что это такое? Он скажет, звук.
Все. Он больше ничего не может сказать. Почему? Ну, потому что ухо-то у него не настроено, у него нету этих всех клавиш. Вот, то есть получается, что человек, который чем-то занимается профессионально, неважно чем, у него есть картина общая, куда он мгновенно вставляет это явление. Занимает 2 секунды и точнейшая диагностика. В любой области можете проверять. Да? Любой профи в любой области обладает этим навыком. Ну, соответственно, это так и работает во всем. Да? То есть, если ты хочешь ощутить человека как ощущение, то вот он стоит в лифте. Понимаешь, есть пространство лифта. И на фоне этого пространства лифта ты можешь ощутить, как он колеблется, понимаешь? То есть у каждого из нас есть ритм внутренний. Вот он сидит и человек тяжело дышит, стоя в лифте, да? И вот ты, например, ты ощущаешь, у тебя ровное состояние внутри. Если ты не в себе, а ты ощущаешь как бы пространство. Пространство там ровное совершенно. Это же как чистый белый лист. И на чистом белом листе появляется какой-то рисунок. Он же бросается в глаза сразу. Точно так же, как на фоне совершенно монотонного ощущения лифта, рядом с тобой стоит живое существо, и оно накладывает свой ритм на вот этот белый лист. И этот ритм сразу все рассказывает. То есть, чем он отличается от этого ритма? Он чувствует его или нет? Ему тяжело в этом ритме. Ему тяжело тело свое держать, да? То есть, он уже напряжен просто от того, что он удерживает свое тело в вертикальном положении в пространстве. Но это же слышно в дыхании. То есть, ритм его жизни сразу показывает тебе его место в общей вот этой вот жизненном потоке. Вот примерно, так, если совсем в общем, то вот так. А ключом к тому, чтобы так ощущать, ты должен сам ощущать пространство. Как я и говорил в ответе на предыдущий вопрос, нельзя ощущать что-то, не видя фон, на котором это находится. То есть, по сути дела, чтобы ощущать людей, надо ощущать фон. Мы все в пространстве жизни. Если ты способен ощущать вибрацию жизни, то ты сразу увидишь, как все ее пропускают через себя. Этот ее так изогнул, а этот вот так. Кто как попортил ее, короче. Понимаешь? То есть ты видишь, как каждый пропускает поток жизни через себя и своими напряжениями и мыслями искажает его. Только одно дело, как бы звук речи, он передает смыслы, да, и ты можешь услышать как бы это головой. А другое дело, ты ощущаешь это через тело. Ну, механика, в принципе, та же самая. То есть держи общую вибрацию пространства и на фоне нее направляй внимание и ощущай вибрацию отдельного элемента, отдельного объекта. И ты получишь искомое тебе ощущение. Но там больше, на самом деле, как бы там больше смыслов. Это вот как бы такое, такое вот первое. Это первое, что надо настроить.